Друзья мои, я хочу вам сейчас показать такой ритуал. В принципе, таких ритуалов много, очень много, но ритуал, который вам пригодится. Вот как сделать так, чтобы почистить человека, от которого у вас нет ни фотографий, ни вещи, ничего, кроме имени. Вообще в русском чернокнижье, да и в любом колдовстве нет практически ничего невозможного. Но есть вот древние методы, которыми можно чистить человека. Я показываю то, что мной проверено много раз. И оно очень сильное. И самая лучшая методика, когда вы чистите человека только по имени, да, это призвание бесов, естественно. Потому что эти духи, эти сущности, они вездесущие. И они могут дойти до человека, вычистить, снять, помочь, то есть служить вам. Вот делать то, что вы хотите. Сейчас я вам два метода работы с бесами покажу, а вы потом сделаете вывод, который из них вам пригодится, вы можете это и использовать в работе. Пишем имя человека, Дмитрий, желательно имя матери, сын Ирине. Это человек, не буду говорить, кто он, но тот, кто просил его чистить, помнит. Я его уже очищала, там было и могильная чистка и так далее, но я не буду сейчас раскрывать это все. Вот это последняя стадия, которую я с этим человеком проведу. После этого у него начнется нормальная жизнь, он очень сильно пьет, буянит, у него с психикой немножко не очень. Поэтому нужно вот эти все бесы, отвечающие за пьянство и так далее, изгнать от этого человека подальше. Итак, начали. Берем вот это написано его имя, ложим перед алтарем. Желательно использовать керна, либо бога лесов, духа лесов, как хотите, да? Ну и по-другому у него много названий. Рогатый бог. Он отвечает за мужскую силу и за мужское благополучие. Можно, конечно, и без него обойтись, но чем больше будет этой атрибутики, я вам уже говорила, там, нужной, да, и плюс построена на личной силе, конечно, она будет сильнее намного. Итак, берем 3 пятака. Эти пятаки потом оставим на перекрестке. Это откуп беса. Для начала сейчас, пока я сюда положу, оно нам еще не нужно. Значит, 3 пятака ложим на стол. 1, 2, 3. И говорим, то есть читаем призыв беса. Итак, постучали 3 раза по столу. 1, 2, 3. Яко пятак на столе, тако бес в дверь. Яко мертвец в гробу, тако беса зову. И же явится, по моему сотворится, да 3 пятаком прикупится, да сделает так, что Дмитрий более пить не будет никогда, и к рюмке не притронется, и жизнь свою поменяет, станет жить лучше, чем раньше. Часом все сотворится, 3 3 словесами говорится, 3 пятаками купится, да по слову моему прилепится истина. Пятаки собираем, ложим опять на алтарь. Второе, что мы будем делать, алкогольного беса вызывать. Знаете, такой хмельной бес называется. Или беса вызвать на хмель. Да, такой существует, мало кто это знает. Так, читаем. Клюквенная настойка, это мне привозила Елена, она помнит из Твери. Вот он до сих пор у меня есть. Наливаем сюда. Называется вызвать беса на хмель. То есть бесы мертвые, как и остальные сущности и духи, бесплатно не работают. Вы уже знаете. 2 ножа ложим крест-накрест. Сейчас мы как-нибудь найдем применение. Вот, прекрасно. И второй нож. Таким образом ложится. Нормально, я думаю. Достаточно. Ой, не хочет. Вот так лучше, да. Правильно. Вот. Крест-накрест ложим.
И начинаем. Не живым крестом, а пекловым секирем, то не кровью блажь сотворена, то ныне хмелю без умоется, тако смоется, так и исполнится, тако с песенной измерится, то мне сослужится, да мне прислужится, да вином исполнится, да хмелю исполнится, да на мое ствердится, то не Господа поминаю, а беса потешаю, хмелью угождаю. Да будет так. После чего 3 раза стучим. Ножами стучим 3 раза. Вот так, 3 раза так. 3 раза вот так. Получается 6 раз. Бес Бесович, сатана Сатанович, приди сюда. Как я скажу, так и исполни, хмелю угощайся. А с Дмитрия хмель снимай навеки да навсегда. Как нож не режет огонь, так хмель не коснется губ Дмитрия. Как нож не режет огонь, так хмель не коснется губ Дмитрия. Как нож не режет огонь, так хмель не коснется губ Дмитрия. Ставлю тебе запрет, нож с ножом ставлю, крест на крест ставлю, губы твои закрываю, пока нож с ножа не сниму, уста твои не разомкну. Да будет так, истина, истина, истина. Заклято. Хмельной бес, изыди на леса, на мхи, на болота, на черные пустыни. Есть посреди моря камень алатырь. Кто тот камень съест, пережует, кто песок в море пересчитает, кто море ложкой выпьет, тот мой заговор и перебьет. Сказано, сделано, отныне и до веки истинно. Аминь. Ритуал небольшой, но очень сильный, поэтому если вы собираетесь его провести, то учтите, что вам нужно будет много сил потратить. А значит, более сильные вещи отложите на потом. На этом все. Всех вам благ. Удачи.